Подошли к его гробу, то я реально увидела червей. Не могла заснуть от мысли, в чем смысл жизни, зачем я живу. И это внутри как заставляло меня кричать, есть ли что-то после смерти. Как начался ваш путь с Богом? Но я так думаю, что для каждого человека у Бога есть ангелы, которым Он дает свое задание направлять на этот путь, который приведет его к Господу. Когда в Советском Союзе, еще будучи, нам не проповедовали нигде о Боге, но так произошло, что мы с подружкой вместе, проводя время, нас позвали на похороны нашего соседа. И войдя в этот дом, до сих пор помню все буквально. К сожалению, не помню, сколько мне лет было, но где-то 5 от силы. Этот запах гнилого тела, оно настолько вовнутрь меня зашло, и на тот момент не было таких обслуживаний, которые позволяли полностью человека делать красивым, что он как и живой, чтобы в памяти у людей это запоминалось. Но, то есть, как человек умер, и на третий день он был в доме. Когда мы подошли к его гробу, то я реально увидела червей, которые ползали по нему. Это так впечатлило меня вопросом, неужели человек живет для того, чтобы его потом так черви съедали. Я думаю, что это один из моментов, фрагментов моей жизни, почему меня это побудило. Не могла заснуть от мысли, в чем смысл жизни, зачем я живу, кто мне сможет рассказать об этом. Повторюсь, что это было в Советском Союзе, и нигде нам не проповедовали и не говорили про это, но мое сердце, оно взывало, и иногда я даже ночами не могла заснуть от жуткого ощущения, что я могу не проснуться, и меня будут есть черви. И это внутри как заставляло меня кричать. Есть ли что-то после смерти? А что будет потом? Что такое смерть? Почему она существует? Ближе уже к более сознательному времени, это когда мне было 16-17, я решила ходить в церковь. Это, получается, конец 80-х годов, где это было абсолютно не в моде, никто не искал Бога, никому это не интересно. Я стала ходить постоянно в православную церковь, и приходя на территорию церкви, на нас обращали внимание, потому что я приходила с подругой, которая также 1,76 м, и мы очень выделялись среди всей толпы бабушек. И когда я увидела взгляд попов, которые нам подмигивали, меня это очень сильно разочаровало. После чего пришло какое-то отчаяние, что а где Бог? Как его можно найти? Не находя его ни в чем, я просто встала на колени и перед собой поставила икону, но всматриваясь в нее, как будто бы оттуда какой-то шел холод и пустота. Там не было Бога. И тогда я просто смотрела в небеса и кричала: «Боже, где ты? Кто ты? И если ты есть, пожалуйста, приведи ко мне тех, которые мне расскажут о тебе». Напротив у меня было огромное зеркало. Почему я туда посмотрела? Потому что я ясно на себе увидела луч. На самом ли это деле? И посмотрев в отражение, я увидела свет над собой. Это меня насторожило. Естественно, я поделилась об этом маме, после чего ее это еще больше напугало, и она запретила мне вообще искать чего-то сверхъестественного, искать какого-то Бога, вот просто забыть эту тему. Но оказалось, что это был знак от Бога, так как практически на следующий день ко мне подруга принесла вырезку из газеты, где написано о том, что приглашают, где будут рассказывать об Иисусе Христе. А это то, что я искала. И мои подруги знали, что я искала Бога. Не скажу, что я сразу же на это отреагировала, но мы все-таки оказались на этом месте, после чего моя жизнь стала полностью меняться. И про сигареты я не считала, что это что-то плохое, но это стыдно было признать, так как я скрывала это от родителей. Но меня это заинтересовало, и поэтому я тихонечко повторила ту молитву для освобождения от сигарет. Искание Бога, оно во мне сыграло эту роль, что это Богу не нравится. И это так стало интересно, потому что раньше я никогда за этой мотивацией не следила своего сердца.